Вправьте мне грыжу диска. Вот с таким запросом пришла ко мне пациентка. И она приходила уже к моим коллегам, которые ей вправляли грыжу диска и помогали ей поставить позвонки на место. Что это такое? К сожалению, очень часто некоторые мои недобросовестные коллеги заявляют именно так. Вот у вас болит спина, после того, как вы неудобно повернулись, подняли тяжесть, появилась резкая боль, ой, у вас наверняка выскочила грыжа или позвонки сместились. Я вам сейчас их поставлю на место. Человек приходит к мануальному терапевту или остеопату. Раз, два, три, хруст, щелчок. Человек испытывает, наш пациент, облегчение, ему стало легко, он благодарит врача за то, что он избавил ее от боли. Так вот, никакого вправления позвонка в данном случае нет. Равно как и вправление грыжи диска тоже здесь нет. Давайте попробуем разобраться, что же происходит. Когда вы вдруг резко повернулись или начали поднимать в неудобной позе тяжесть, вы действительно можете почувствовать резкую боль, которая потом начинает вам мешать глубоко вдохнуть, потому как испытываете вы довольно сильную боль где-то там в спине. Похожая ситуация может возникнуть на шейном отделе позвоночника или в пояснице. Наши зарубежные коллеги это называют нарушением joint play, суставной игры. Дело в том, что если мы рассмотрим наш грудной отдел позвоночника, то мы должны очень четко понимать, что к позвонкам подходят ребра. И есть специальный так называемый фасеточный сустав, в котором, собственно, ребро начинает двигаться. Вот мы вздохнули, выдохнули, ребрышко двигается туда-сюда, туда-сюда. Происходит следующее. Вдруг вы в каком-то неудобном положении делаете усилие, и в этом суставе возникает проблема. Так называемый фасеточный синдром, его именуют специалисты. Человек в этот момент начинает испытывать боль. Причем очень интересно, что боль испытывается, когда человек ротирует свое тело, то есть двигается вот таким образом, или разгибается. Специалисты знают, что в этом случае при пальпации, прощупывании паравертебрально вдоль позвоночника мы выявляем локальную болезненность именно в зоне этого самого фасеточного сустава. И ни о какой грыже здесь речи не может быть. Так вот, когда мануальный терапевт прикладывает к вам руки и начинает священнодействовать с вашей спиной, в какой-то момент вы слышите, и специалисты это чувствуют, щелчок. Восстанавливается суставная игра. Как бы суставчик стал, проще говоря, на свое место. На самом деле там все намного сложнее, но я несколько упрощаю свое повествование для удобства понимания. Что же делать? Коль скоро у нас речь не идет не о грыже диска, хотя и этот феномен бывает у наших пациентов, и он является причиной боли, но об этом мы уже рассказывали в наших роликах и будем еще рассказывать. А сейчас конкретно говорим о проблеме фасеточного синдрома. В этой ситуации есть несколько очень важных правил. Первое. Ваше положение, ваша поза. То есть вы задумайтесь, пожалуйста, над тем, как вы поднимаете тяжесть. Спина должна быть прямой. Вы должны иметь какой-то упор для поднятия тяжести. Об этом мы тоже рассказывали в наших роликах. Не надо делать какие-то движения в неудобной позе. Вот это одна из причин того, что вы можете испытать проблемы с вашими суставами. Кстати, не только фасеточными суставами, но и другими. Тоже и коленом, и тазобедренным, и крестцово-подвздошным сочленением. Следующий момент. Физическая активность. Регулярная физическая активность – это очень важный фактор сохранения вашей спины здоровой. Банальная вещь, но это факт. Для того, чтобы ваши суставы не были разболтаны, постарайтесь регулярно использовать низкоамплитудные, не очень интенсивные, то есть средней или низкой интенсивности нагрузки. Начните с пилатеса, с ЛФК, с йоги, не очень сложной, но под управлением опытного инструктора, и не испытываете при выполнении упражнений дискомфорта и боли. Это очень важный момент. Поза, физические упражнения. Но в острой ситуации как помочь самому себе? Да, вы можете прийти к мануальному терапевту, но, пожалуйста, не злоупотребляйте этим эффективным методом лечения, но все-таки это скорая помощь.
Важно, чтобы вы создали некую системность для сохранения здоровой спины. Но коль скоро у вас заболело, надо справиться с этой болью. Для этого мы можем использовать нестероидные противовоспалительные средства. О них мы тоже несколько раз говорили в наших роликах. И хондропротекторы. К ним отношение у многих моих коллег весьма разное. Есть дискуссии на эту тему. Но мы можем использовать хондропротекторы для того, чтобы сохранить хрящи в здоровом состоянии, сохранить суставы в здоровом состоянии. Сочетайте немедикаментозные и лекарственные средства для того, чтобы сохранить вашу спину здоровой. Физические упражнения. Следите за положением вашего тела. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы создать предпосылки для того, чтобы ваша спина была здоровой и никогда не болела.